Аниме начинается с того, что мы попадаем в автомобильную аварию, в результате которой погибает семья главного героя по имени Тайо. Это заставляет Эль Прота задуматься о жизни и осознать, что то, что у него есть, может привести к тому, что он потеряет его с минуты на минуту. А затем мы видим Эль Прота на похоронах его семьи с травмой, полученной в результате несчастного случая. В этот момент Эль Прота начинает нервничать из-за того, что потерял свою единственную подругу, которая у него осталась, которую мы знаем как Муцуми и Сакура, а также имя этого мальчика. Поощряйте, чтобы Муцуми заметил страх Тайо и сказал ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что она никогда его не бросит. Тайо, услышав слова своей подруги, в этот момент немного успокаивается, и во время смены сцены мы переносимся в будущее, где Прота находится в классной комнате. Вскоре после этого наступает перерыв, и перед ним появляется группа товарищей по команде, которые приглашают его присоединиться к футбольной команде. Они также предлагают ему заняться другими делами, чтобы вместе повеселиться и завести друзей. Однако, услышав эти приглашения, Тайо нервничает и решает их отклонить. Из-за чего парням становится очень грустно из-за того, что он всегда их отвергает. Из-за чего в тот момент они решают перестать его беспокоить, потому что Прота потерял сознание от нервов. Вскоре после этого Прота чувствует себя плохо из-за того, что отверг группу сверстников. И нам стало известно, что он боится устанавливать новые связи с людьми из-за своей травмы, полученной в результате того, что он бросил группу сверстников, потерял свою семью. В этот момент появляется Муцуми, которая явно прерывает Прота и ругает его за то, что он отклонил приглашение мальчиков, а затем говорит ему, чтобы они вместе пообедали. Группа парней, которые наблюдают за ними издалека, поражены, узнав, что Муцуми единственный человек, который явно может относиться к нему нормально. Затем Муцуми упоминает Проте, что он явно обеспокоен тем, что ему придется провести остаток своей жизни в одиночестве, на что тот отвечает о том, что ей не с кем говорить об этих вещах, поскольку недавно она отвергла мальчика-третьеклассника по имени Танака, очень популярного парня, так как он был капитаном футбольной команды, а также был очень умным и красивым, как и я. Ананас с Асадом. В этот момент Муцуми высмеивает то, что говорит Тайо, и упоминает его, поскольку он не должен беспокоиться о ней, поскольку он явно должен продолжать жить своей жизнью. А затем говорит ему, что он должен восстановить свои социальные навыки, чтобы он мог без страха разговаривать с другими людьми. А затем учитель, которого мы знаем как Киошира, прерывает разговор обоих мальчиков. Он оказывается очень нежным с Мицуми, поэтому оба мальчика чувствуют себя очень-очень неловко. В этот момент учитель говорит Таю, чтобы он зашел к нему в кабинет по окончании урока. Прота совершенно потрясен и спрашивает его, не сделал ли он чего-нибудь плохого. Киошира просто отвечает ему, что ждет его позже, и уходит с места происшествия. Через несколько часов урок заканчивается, и одноклассники Прота прощаются с ним, заставляя его снова нервничать. Он также вспоминает, что ему нужно пойти в кабинет Киоширо, и тот сразу же направляется туда, и по прибытии на место учитель садится очень близко к нему, заставляя его снова нервничать. Это заставляет Тайо очень нервничать. Затем он показывает Проте коллекцию фотографий Муцуми, которые он делал с ним в течение длительного времени. В этот момент Тайо начинает думать, что профессор – извращенец и хулиган, на которого они явно должны пожаловаться. К тому же, чем больше времени проходит с его разговором, тем больше он беспокоится. Это из-за того, что Киошира избавлялся от мужчин, которые пытались сблизиться с Муцуми. Киошира признается Проте, что он был тем, кто пытал Танаку, чтобы он больше не приближался к этой девушке. Кроме того, он также упоминает ему, что очень завидует ему, потому что Муцуми очень близок с ним, и в этом он достает свой нож и четко целится ему в шею. В этот момент Прота полностью парализует страх. Профессор также упоминает ему, что все это время он игнорировал его, потому что он и Муцуми были друзьями детства, но что он больше не сможет этого делать, потому что больше не может этого выносить. Киошира в этот момент рассказывает Тайо, что Муцуми на самом деле его младшая сестра, и все, что он сделал, это защитил ее и уберег от любых опасных парней. В этот момент Киошира прерывает девушка по имени Футаба. Это приводит к тому, что Прота спасается от убийства профессором. И вскоре после этого Прота просыпается в доме Муцуми, который решает познакомить его со своими старшими братьями, среди которых есть Футаба. В этот момент мы встречаемся с Футабой, экспертом по боевым искусствам и второй старшей дочерью. Мы также встречаемся с Синдзо, экспертом в строительстве и явно в обращении с огнестрельным оружием. Мы также встречаемся с Шиун, экспертом по проникновению в киберсистемы, с Кенвеллом, специалистом по актерским костюмам. И, наконец, мы встречаемся с Наной,
экспертом по анализу и использованию очень сильных химикатов, биологических веществ и ядов. Мы также встречаемся с Голиафом, который является сторожевым псом в доме. Муцуми в этот момент рассказывает Тайо, что они семья частных шпионов и пользуются большим уважением людей. Братья Муцуми говорят Проте, что Киёшира, его старший брат, самый сильный из всей семьи. Прота с сомнением спрашивает его, почему профессор пытался убить его, на что ему отвечают, что они узнали, что кто-то хочет убить его. Убить самого Муцуми. После того, как я рассказал ему об этом, Футаба упоминает Проте, что много лет назад Муцуми была серьезно ранена по вине Киоширо. Ситуация вызвала у Муцуми сильный стресс, и у нее осталась белая прядь в волосах, и именно по этой причине профессор чувствует себя очень виноватым. Так что с этого момента Киёширо стал одержим заботой о своей младшей сестре до такой степени, что пошел на все, чтобы заботиться о своей младшей сестре и сестра. И теперь, когда Киёширо знает, что Муцуми находится в самой большой опасности, он решил избавиться от Тайо. В этот момент разговор прерывается, когда братья узнают, что Киоширо прибыл в дом, чтобы покончить с Протой. Ясно. Футаба говорит Проте, что несмотря на то, что они слабее его старшего брата, они сделают все возможное, чтобы заботиться о нем и защищать его. Кроме того, она упоминает, что Тайо мог бы спасти его жизнь, если бы он женился на Уцуми, так как он разделил бы с ней половину своей жизни. «Я надену кольцо, и я стану частью семьи Йосакура. Это потому, что в семье существует единственное правило, согласно которому никогда не убивали члена вашей семьи». Тайо волнуется, потому что он ясно помнит несчастные случаи в своей семье и нервничает, узнав, что ему придется остаться в новой семье. Муцуми говорит о Футабе, что она не выйдет за него замуж, потому что жестоко просить его об этом, зная, что она только что потеряла свою семью. Футаба сразу понимает слова своей сестры и извиняется перед Протой. После этого братья начинают готовиться защитить Тайо от его брата Киёширо. В этот момент в гостиной появляется Киёширо и говорит ему, что было очень легко обойти все охранные системы и ловушки в доме, поэтому все шокированы, увидев то, что он говорит. Футаба, Шинсу и Нанао решают напасть на его брата, чтобы Кенго и Сион могли забрать Прота и Муцуми в другое место. Киоширо демонстрирует свою великую силу, легко нейтрализуя своих братьев своими стальными тросами. А Шиюн решает использовать свои дроны, чтобы попытаться остановить своего брата, в то время как Муцуми и Сион пытаются убить его, и Кенго прячут Тайо в шкафу. И через несколько минут Киоширо появляется в комнате мальчиков, чтобы я мог покончить с Протой. В этот момент Кенго показывает, что замаскировался под свою сестру, чтобы подставить Киёширо. Несмотря на это, Киёширо легко удается его остановить, и он спрашивает Муцуми, где находится Прота. Девушка отвечает ему, что Тайо не планирует причинять ей вреда, и что, пожалуйста, не причиняйте ему вреда, так как она всего лишь его подруга. В этот момент его брат решает принять просьбу Муцуми, однако подчеркивает ему, что не позволит ему покинуть дом, чтобы он больше не подвергался риску любой. Муцуми совершенно потрясена, узнав, что ее брат хочет изолировать ее от общества, чтобы он мог полностью обезопасить ее. У девушки нет другого выбора, кроме как принять предложение своего брата, чтобы она могла спасти Тайо от убийства. Сразу после этого Прота выходит из укрытия, потому что думает, что Киёширо не прав, и говорит Муцуми, что женится на ней, чтобы положить конец конфликту навсегда полный. Это заставляет девушку на секунду усомниться, и Тайо напоминает ему о том, что она упоминала, что не бросит его. В этот момент Муцуми слышит слова Прота и решает разделить свое семейное кольцо на две части и сразу же бросает его Тайо. Киёширо быстро использует свои стальные нити, чтобы остановить Прота и помешать соблюдению семейной брачной традиции. Однако Прота не возражает и решает поранить руку, чтобы он мог взять кольцо и надеть его на себя, упоминая при этом, что он явно будет защищать Муцуми. После выполнения этого обещания Прота и Муцуми обнимаются, а затем появляются все братья, чтобы отпраздновать победу Тайо. С другой стороны, Футаба подходит поговорить с Киёширо и говорит ему, что теперь он должен показать Проте, что для него значит защищать Муцуми. После случившегося Прота возвращается к себе домой, в то время как с другой стороны Киоширо шокирован тем, что явно проиграл дуэль. Но перед уходом Тайо Муцуми благодарит его за все, что он для нее сделал. На следующий день Прота будет Киоширо, который пытается убить его ножом. Но несмотря на это, Тайо удается увернуться от атаки, и Киоширо хвалит его за хорошие рефлексы. Прота в этот момент злится на него, так как он думал, что действительно хочет его убить. Киоширо говорит ему, что это будет частью его нового обучения,
поскольку быть шпионом означает спать с одним открытым глазом. Киоширо, услышав это, использует свои стальные сети, чтобы заставить Прота полностью растянуть свое тело. С другой стороны, Муцуми обнаруживает, что готовит завтрак Тайо. В этот момент Муцуми слышит крики Прота и сразу же направляется в комнату, где наблюдает, как его брат мучает Тайо. Это заставляет ее злиться, что Киоширо освобождает Прота из его стальных сетей. После этого Киоширо чувствует, что в доме Прота что-то не так, и решает сбежать с мальчиками в этот момент через окно. А затем дом полностью взрывается от взрывчатки, которая была установлена ранее. Киоширо в этот момент напоминает Проте, что самая важная миссия членов его семьи — защитить Муцуми. Он не дает ему дальнейших объяснений и сразу же направляется с мальчиками к семейной машине, так как знал, что его объектом была его сестра. Уже находясь на месте, Киоширо объясняет Тайо, что его отношения с Муцуми больше не являются секретом для мира детей. Шпионы. Тайо спрашивает его о причине, по которой Муцуми преследуют плохие люди, на что Киоширо отвечает, что это потому, что Муцуми является 10-м главой семьи Йосакура. Семьи, в которой очень много потомков обладают сверхчеловеческими способностями, и что те, кто рожден как люди, имеют сверхчеловеческие способности. Нормальные люди назначаются главой семьи. Это потому, что несмотря на то, что они не обладают сверхчеловеческими способностями, они могут в конечном итоге иметь детей, чем если бы они у них были. И это основная причина, по которой обладающие способностями члены семьи должны всем сердцем защищать семью. И таким образом Йосаки всегда будут выживать и иметь потомство со сверхчеловеческими способностями на глазах у других. И после этого объяснения Йосихиро упоминает, что он и его братья не заботятся о происхождении и хотят, чтобы Мацуми прожила свою жизнь так, как она хочет. Но несмотря на это, Муцуми хочет выполнить свой долг главы семьи, потому что он знает об опасности, которой подвергаются его братья, отправляясь в путешествие. Защищать ее, чтобы было ясно, завидуют ли они им или хотят использовать его семью, они будут стоять за нее, потому что она глава семьи. Последовательные действия прерываются группой наемников, прибывающих на место происшествия, чтобы напасть на машину. В этот момент Тайо расстроен, увидев нападение наемников, однако братья чувствуют себя спокойно, потому что переживают это ежедневно. Также Муцуми упоминает Проте, что с ними все будет в порядке, пока Голиаф остается за рулем. Тайо, услышав это, расстроился еще больше, узнав, что за рулем машины находится семейная собака. После этого этот конфликт начинает вызывать хаос на улицах и прерывает время, когда он явно принимает те Йосихиро. Все это приводит к тому, что Йосихиро очень расстраивается и решает выйти, чтобы уничтожить всех врагов. В одно мгновение Йейтиро использует свои стальные нити, и ему очень легко удается остановить все выстрелы. После этого он продолжает использовать свои нити, и ему удается полностью уничтожить машины наемников, уничтожив опасность за несколько секунд. Затем Йейтиро снова напоминает Тайо, что он должен защитить своей жизнью Мацуми, поскольку это главная миссия семьи. Вскоре после этого Муцуми приходит в класс, а мы наблюдаем, как Прота осматривает весь класс. В этот момент нам становится ясно, что Йейтиро сказал ему, что он должен защищать Муцуми от парня по имени Тамая, который является известным производителем бомб в Нижних мирах, и что он прибыл, чтобы защитить Муцуми, работать с самим Йейтиро. Однако Атао упоминает ему, что в этом мире не существует лояльности только одной стороны, поскольку они могут меняться в зависимости от денег или условий, о которых идет речь. Он также упоминает вам, что этот парень является наркоманом в социальных сетях и делится всем, что собирается делать. Поэтому он поделился, что прикончит Муцуми 3 бомбами, из которых одну он уже использовал, чтобы попытаться убить его в доме Прота. Так что Тайо будет нести ответственность за то, чтобы Муцуми позаботился о следующих 2 оставшихся бомбах. Потому что у Йейтиро есть еще одно задание, которое нужно выполнить. Поэтому я попросил его убить его в доме Прота. Прикажи охранять Муцуми до тех пор, пока он не вернется к выполнению работы и Прота не будет полностью изменен в гостиной. Через несколько часов занятия заканчиваются, и Тайо начинает следовать за Муцуми, чтобы защитить ее от любого возможного риска, связанного с оставшимися бомбами. В этот момент Прота узнает, что Тамая опубликовал в своих социальных сетях, что он уже установил 2-ю бомбу, чтобы Прота полностью узнал. Он сразу замечает таинственный силуэт в школьных коридорах и решает последовать за ней. Однако, когда он прибывает на место, ему не удается никого найти, поэтому он возвращается в класс с Муцуми. Когда он прибывает в класс, он узнает, что Тамая уже сообщила, что ей удалось где-то установить последнюю бомбу. Тайо понимает, что Муцуми была избирательна по отношению к людям, которые были вокруг нее. В этот момент Прота начинает думать о том, как тяжело ей было жить в постоянной опасности каждый день. И сразу после этого появляются товарищи Проты, чтобы предложить ей шоколад, который, по ее мнению, должен был быть очень вкусным. «Прими».
Ребята шокированы, так как Прата всегда нервничал, когда его пытались пригласить или разговаривали с ним, но, как и следовало ожидать, Прата вспоминает и замечает это. Поэтому он очень нервничает и в конечном итоге теряет сознание. Некоторое время спустя Тайо просыпается в кабинете Киёшира вместе с Муцуми по соседству. Ее брат спрашивает ее, действительно ли она уверена, что он подходит для ее мужа, потому что Эль Прата на самом деле не знает всего, что пришлось нести ее подруге. Несмотря на то, что они были друзьями с детства, она никогда не рассказывала ему ничего о том, через что ей явно пришлось пройти. Муцуми прерывает своего брата и говорит ему, что она уже приняла решение, и кроме того, она всегда хотела, чтобы Эль Прата был ее мужем. Пока Тао слушает, что говорит Муцуми, она понимает, что вторая бомба находится на крыше офиса, где они находятся. Сразу после этого бомба взрывается, но Проти удается защитить Муцуми диваном, на котором он лежал. В этот момент Тайо понимает, что Тамая следила за Муцуми, через него самого понимая, что субъект подложил третью бомбу в его одежду. Из-за этого Прата сказал, что прыгнет через здание, чтобы защитить Мицуми. Несмотря на это, появляется Юичиро, и ему удается обезвредить бомбу, одновременно спасая Проту, и упоминает ему, что ему очень повезло, что он закончил свою работу раньше. Кроме того, он говорит Тая, что он единственное, на что он может положиться в этом мире, кроме своей семьи. Наконец, Юичиро упоминает ему, что хотя он и хотел бы убить его, он никогда не позволит ему умереть, потому что теперь он часть его семьи, и сразу же уходит с этого места, не сказав предварительно, что теперь он член его семьи. Вам нужно будет приложить еще больше усилий ради Муцуми. Вскоре после этого в школу прибывают братья Муцуми и упоминают, что они пришли, чтобы засвидетельствовать первую миссию Прата. И они поздравляют его с выполнением миссии, в дополнение к тому, что Синдза признается, что полностью захватил Тамаю. Успех. Все это приводит к тому, что Юичиро решает выбросить мальчика на небеса вместе с бомбой, чтобы избавиться от него. И, наконец, мальчики празднуют успех первой миссии Тайо. Несколько дней спустя Эль Проти снится кошмар, в котором Мицуми оказывается в опасности и оказывается лежащей на земле, явно не в состоянии что-либо сделать. Это заставляет его чувствовать себя очень внушительно в этом кошмаре. Затем Прата просыпается в доме Исакуры, потому что он вспоминает, что ему пришлось переехать к ним, потому что его дом был полностью разрушен. Тут же Тайо встает, но случайно наступает на хвост Голиафу, в результате чего тот может его укусить. Муцуми тут же помогает Проти разобраться в его ране и извиняется перед ним, потому что она попросила его присмотреть за Протой. Тайо замечает, что Голиаф очень зол на него, но он очень любит Уцуми, потому что он явно глава семьи. Вскоре после этого разговора Прата обращается к Футабе с просьбой обучить его и сделать его намного сильнее, на что тот отвечает ему, что вам не нужно беспокоиться об этом, потому что они уже подумали о том, чтобы тренировать его постепенно. Прата отвечает ему, что этого недостаточно, потому что в прошлый раз он смог только отвести опасность от Муцуми. И если бы он допустил хоть малейшую ошибку, это привело бы к его смерти. Она также еще раз подчеркивает Футабе, что хочет стать намного сильнее ради нее. Однако Футаба прерывает его и говорит, что Муцуми тренируется с 3-летнего возраста, поэтому, несмотря на то, что он обладает талантом Исакуры, ему потребуется время, чтобы стать намного сильнее, примерно 3 года упорных тренировок, чтобы вы могли стать настолько сильными, насколько хотите. Футаба добавляет, что, возможно, Прата сможет использовать высшую тренировку Оё Сакуры, но при одном условии — он будет жить в семейном особняке в течение целого месяца. Прата, услышав это очень простое условие, решает принять его, поскольку для него действительно важно как можно скорее начать тренироваться. В этот момент Тайо попадает в ловушку в доме, и Футаба упоминает ему, что в этом доме уже полно всевозможных ловушек для его тренировок. Тут он понимает, что просто жить в этом доме — это уже само по себе тренировка. На следующий день включается будильник Проута, и через несколько секунд он взрывается. Это приводит к тому, что Проута убегает с места происшествия, но также приводит к тому, что срабатывает одно из охранных устройств и начинает атаковать его без остановки. Сразу после этого Тайо приходит в столовую очень обиженный, где встречает Муцуми и говорит ему, что не знает, как он может жить в таком месте. Муцуми отвечает ему, что ловушки срабатывают не в ее пользу, так как если дом примет его после преодоления всех ловушек, они смогут их активировать, и он будет в безопасности. Они сами их отключат. Разговор прерывается, когда у Прата начинается очень сильная боль в животе. Это потому, что все блюда содержат немного яда, так что у них может развиться иммунитет к яду. Прата сразу идет в ванную, но понимает, что ему нужно разгадать и ввести пароль, который постоянно меняется каждую минуту.
Если даже в этот момент у него нет другого выбора, кроме как научить Прота разгадывать пароль. По прошествии нескольких дней мы видим, как Прота начинает обучать различным деталям, чтобы он мог выполнять повседневные дела в доме. Через несколько часов Прота чувствует себя немного измотанным из-за того, что не может даже отдыхать в школе из-за ношения рубашки с большим весом в качестве тренировки. Однако Таю решает не сдаваться, он начинает тренировать свою меткость по вечерам. В этот момент появляется Муцуми, который просит его немного отдохнуть и начинает готовить ему чашку чая. Муцуми добавляет, что ему не следует так стараться, так как он знает, что все это делается для нее. Сразу после этого нам открывается воспоминание о Муцуми, в котором мы можем увидеть первый день в старшей школе обоих мальчиков. Ее поймала группа девушек, которые приставали к ней из-за белой пряди ее волос. В этот момент появился Прота, чтобы помочь Муцуми и отпугнуть девушек, которые приставали к нему. Вернувшись в настоящее, Муцуми упоминает Проте, что он очень долго защищал ее, и на него не следует оказывать особого давления, как на это. Неделю спустя Прота просыпается и без проблем преодолевает несколько ловушек, которые его ждут. Синдзи и Шион понимают, что Прота становится все сильнее и сильнее, и что его скорость прогресса не очень нормальная. Затем Тайо начинает тренироваться с Нанао, который помогает ему спастись от ядовитых газов, которые активируются в коридорах дома. Так что можно сказать, что Прота все больше и больше проходит испытания, которые они проходят в доме без каких-либо проблем, и с каждым разом развивает свои навыки и рефлексы еще раз. Неделю спустя Прота что-то пьет за завтраком, и это приводит к тому, что его опьянение заканчивается очень тяжелым состоянием. После того, как Нанао лечит его, упоминает ему, что Футаба все еще должен жить в доме последнюю неделю, которая ему необходима. Футаба отвечает ему, что он знал, что состояние было очень тяжелым, поскольку он явно был потерян, и потому что он использовал костюмы Кёнга. И добавляет, что он также знал, что состояние было очень тяжелым, поскольку он явно был потерян, и потому что он использовал костюмы Кёнга. И добавляет, что он также знал, что о тренировках со своими братьями, чтобы он мог преодолеть ловушки в течение месяца, в течение которого он должен был оставаться там. Наконец, Футаба ругает Тайо и говорит ему, что если он не сможет позаботиться о себе, то никогда не сможет позаботиться ни о ком другом. И что если он действительно хочет защитить его как можно скорее, он должен понимать, что сопротивление, не выбирая кратчайших путей, также является частью тренировки. Футаба в этот момент дает ему руководство, которое поможет ему продолжать совершенствоваться, пока он восстанавливается после травм. А затем Футаба уходит с площадки, думая, что причина травмы в том, что он не может двигаться. Протой путь вперед — это любовь, которую он питает к Муцуми. Через несколько дней исполняется месяц, и мы видим, что Проте удается преодолеть последнюю ловушку, в которой он нуждался. В этот момент кольцо, подаренное ему Муцуми, начинает светиться. Это означает, что теперь дом признан официальным членом семьи Йосакура. Футаба в этот момент поздравляет его и упоминает, что теперь он будет тренироваться как шпион всей семьи. Таю очень взволнован, услышав слова Футабы, и остальные также взволнованы, узнав, что они смогут усложнить ему задачу. Прота, услышав это, начинает намного больше беспокоиться, и через несколько дней мы видим, как Муцуми готовит обильную еду, которая заканчивается тем, что он подсыпает яд для тренировки мальчиков. Но на этом его уже прерывает Прота, который спрашивает его, как застегивается бюстгальтер, например, чтобы он не мешал мальчикам. Что, услышав эти слова, Муцуми полностью оставляет за Сёгуном неправильное толкование ситуации, но все же говорит Проте, что принимает его, независимо от того, какие у него могут быть склонности. Так вот, там Прота пытается объяснить ему, что он просто тренирует свою способность маскироваться под Кёнга, который появляется в костюме привлекательной женщины, чтобы попытаться помочь Проте одеться наилучшим образом. Из-за этого появляется Синдза, и став свидетелем этого, он также неправильно понимает всю ситуацию. Поэтому Прота старается изо всех сил попытаться объяснить все, что происходит. Однако дискуссию останавливает Киошира, который появляется, чтобы сказать всем, что, очевидно, тот скоро отправится на новое задание. И по этой причине он пытается попрощаться с Муцуми, целуя ее, но Киошира не дает ему этого сделать. На что Муцуми отвечает, избивая его за то, что он очень расстроен. После этой ситуации мы видим, как Прота прогуливается по дому вместе с Синдза, который упоминает, что скоро отправится на миссию, которую он считает низкоуровневой, поскольку он должен вернуть оригинальную табличку только в поисках фальшивых денег. Поэтому, услышав это, Прота удивляется, так как думает, что эта миссия звучит не так просто, как думает Чинзо. Вот почему Чинзо упоминает ему, что у него есть что ему дать, прежде чем он отправится на свою миссию. И после этого мы видим, как Прота идет рядом с Муцуми по школе, когда к ним на полной скорости летит бейсбольный мяч. Однако Проте удается поймать его без «Б» и вернуть на бейсбольное поле с большой силой, что приводит к тому, что все члены бейсбольного клуба были бы совершенно потрясены, увидев это.
Итак, в обеденный перерыв Муцуми говорит ему, что благодаря своим тренировкам он становится все более и более сверхчеловеком. Вот почему теперь ему нужно быть гораздо осторожнее, чтобы не привлекать внимание новыми навыками, которые он приобрел. А потом Муцуми упоминает, что теперь он известен в школе как сам ниндзя, поскольку никто не может почувствовать его присутствие или услышать его шаги. Поэтому, услышав это, Прата извиняется перед Муцуми, который не обращает на него особого внимания и пытается подбодрить его словами. «Ваша еда». После уроков мы видим, как Муцуми говорит, что отвезет Проту в ее домашний офис, где он наблюдает, как она начинает работать с документами, реагируя на то, что это имеет отношение к шпионскому бизнесу его семьи. Так что там Прота совершенно ошеломлен, осознав, какой огромный объем работы ему приходится выполнять Муцуми, потому что он глава семьи Юсакура. Однако Муцуми говорит ему, что она привыкла ко всему этому, потому что ее обязанность заниматься административной работой, управлением недвижимостью, финансами и инвестициями в акции и т.д. В этом случае Прота уже говорит ему, чтобы он позаботился о том, чтобы сжечь некоторые документы о разводе Исихира, которые он вложил в свои рабочие документы, что заставляет Прота понять, что Ейтиро все еще время от времени создает проблемы. Затем мы видим, как Муцуми понимает, что Кенго еще не выполнил одно из своих заданий, и по этой причине он хочет посетить свою комнату рядом с Протой. Поэтому, оказавшись там, они оба замечают, что в комнате полный беспорядок, полный нарядов и костюмов, которые носил Кенго. Однако Муцуми переходит к делу и говорит своему брату, что он забыл снова приложить документы к важному отчету, на что Кенго отвечает «Я не знаю». Он отвечает, говоря ей, что ему все равно, если одно или два вложения отсутствуют. Услышав это, Прота решает поискать в мусорной куче недостающую документацию, но в этом Кенго упоминает ему, что в куче также есть пистолеты и ручные гранаты. А затем говорит, что он никогда не делает ничего из этого, чтобы это было проблемой, поэтому этот спрашивает его, что он делает, и он отвечает «нет». Он говорит Муцуми, что в последнее время она стала очень расстроенной и стала больше похожа на мать, что приводит к тому, что Муцуми злится и решает схватить Кенго, чтобы явно заставить его выполнять свою работу. Так что в этот момент Кенго решает сбежать из своей комнаты, пока Прота пытается его остановить. Однако Кенго быстро маскируется под Муцуми, чтобы заставить Прота ослабить бдительность, и он может сбежать без особых проблем. Поэтому Муцуми решает установить ловушку по всему дому, из-за чего дом явно превращается в клетку, из которой невозможно сбежать. И во время смены сцены мы видим, что Синдза выполняет миссию, в которую ему удалось успешно проникнуть. Вот почему которому удается шпионить за всей территорией и без особых проблем добраться до своей цели. Однако он понимает, что сработала двойная ловушка, чтобы немедленно поднять тревогу, в результате чего он вынужден быстро искать укрытие, пока сталкивается с охраной. А вернувшись с мальчиками, мы видим, как Муцуми использует высокие технологии, чтобы попытаться найти своего брата в его комнате. Так что там Прота понимает, что у Муцуми слишком много увлечений, так как много раз она не могла выйти, потому что кто-то преследовал ее. И поняв, что Кенго там нет, мы видим, как мальчики решают пойти в комнату Сиона, чтобы продолжить свои поиски. Однако они находят только Сиона, пытающегося выиграть физическую игру без особого успеха. Поэтому они решают продолжить в комнате Футабы, которого он решает оставить в покое, как только они увидят, что он вздремнул, что приводит к тому, что они идут в лабораторию Наноу, чтобы узнать, Кенго ли это. Он прячется там. Однако они быстро понимают, что его здесь нет, поскольку Нанао проводит смертельный эксперимент, поэтому они решают осмотреть весь особняк, пока не дойдут до комнаты Йоитиро, в которой они замечают, что она просто завалена картинами Муцуми, из-за чего им обоим становится не по себе от этой сцены, и они решают продолжить поиски Кенго. Но в этом ребята встречаются с Джун, Футабой и Наноу, которые вместе выполняли работу. Так что там они понимают, что Кенго играл с ними, и в этом появляется одна из картин в доме, а затем убегают, что приводит к тому, что Прота идите вперед и попытайтесь поймать его. Однако Кенгу удается сбежать из секретного прохода, созданного им, и уничтожить Прота. Поэтому, став свидетелем этого, Муцуми вынуждена деактивировать ловушку, которую она активировала, и искать документы рядом с Протой. Но оказавшись в комнате Кенго, мы видим, как Муцуми захватывает Прота, показывая, что она поняла, что на самом деле он замаскированный Кенго. Потому что, когда она вошла в комнату Кенго, она поняла, что он на самом деле замаскированный Кенго. Она поняла, что Кенго планировал обменять ее на Прота во время побега, и подтвердила, что он явно не позволил ей первой войти в комнату, как будто это сделал Прота. Когда Кенго становится свидетелем этого, он начинает видеть свою мать в Муцуми, что заставляет его вспомнить, как она однажды велела ему крепко держать за руку свою дорогую младшую сестру. И так, вспомнив об этом, Кенго решает с улыбкой признать поражение.
и начинает разбираться с документами у Эль-Прата, которому он говорит, чтобы с этого момента он разговаривал с ним неофициально, так как он всего на год старше. Через несколько часов мы видим, как мальчикам звонит Синдза, который полностью напуган и прячется, так как он использует все свое оружие, когда сталкивается с большим количеством врагов, чем он думал. Так что там Прата узнает, что Шинсу полный трус, когда у него нет ни одного из своих пистолетов под рукой. Осознав такую ситуацию, Муцуми решает отправить Прата спасать своего брата. Поэтому Прата решает принять миссию и проникнуть внутрь. Однако его явно быстро находят, и по этой причине он вынужден использовать то, что он узнал за все это время жизни с Есакурой, в то время как Прата решает сбежать, который в то же время использует электрошокер, подаренный ему Синдза, что позволяет ему с большой легкостью побеждать своих врагов, прежде чем он сможет найти Синдза и передать ему новое оружие. Так что, получив новое оружие, Синдза начинает без особых проблем уничтожать всех врагов, чтобы сбежать вместе с Протой. Но по пути Прата получает ранение в ногу от профессионального стрелка, что вынуждает Чинзо бросить свое оружие на землю. Однако Прата бросает вилку в Чинзо, который решает использовать ее в качестве оружия, чтобы уничтожить оружие стрелка и одновременно победить его. Например, что благодаря совместной работе этих двоих им обоим удается вернуться живыми в дом и выполнить миссию, возложенную на них перед Чинзо. Через несколько дней мы видим, как Прата идет по ночной улице, разговаривая по телефону с Муцуми, который упоминает, что есть специальное колесо обозрения, предназначенное для пары, которая вместе смотрит оттуда на закат. Тогда они будут счастливы вечно. Именно по этой причине Муцуми хотел бы провести время с Протой и покататься на этом колесе обозрения. Однако разговор мальчиков сразу же прерывается, когда возле Прота останавливается машина, а затем из нее выходит таинственный субъект по имени Сейджи, что приводит к тому, что Прота садится на это колесо обозрения. Он кладет трубку, думая, что этот парень может принести неприятности. И в этот момент мы видим, как Сейджи показывает, что он полицейский детектив, а затем просит Прота сопровождать его в участок. Оказавшись там, детектив показывает ему кадры, взятые из самой темной паутины, а Прота, сражающийся с мафиози, это видео, которому его учат. Что приводит к тому, что Прота расстраивается, так как он считал, что члены семьи Исакура покрывали все эти действия. Однако показывает, что Сэдзи знает обо всех конфликтах, в которые был вовлечен Прота, что заставляет Сэдзи быть удивленным, увидев Прота, который, кажется, не понимает, в чем дело. Плюс малолетний преступник со всеми его действиями. Но после этого он упоминает, что ему кажется очень странным, что он ничего не смог найти о своих товарищах, поскольку Сейджи уверен, что Прота принадлежит какой-то секретной организации, с которой он работает в команде. Так вот, детектив говорит Проте, что если он передаст ценную информацию, он сможет очень быстро решить эту проблему. Услышав эти слова, Прота понимает, что Сэдзи в основном просит его продать членов его новой семьи, в результате чего Прота начинает подозревать, что он был в сговоре с кем-то другим. Упомяните, что сразу же вы абсолютно ничего не знаете о том, о чем вас спрашивают. Поэтому, услышав это, детектив просит вас успокоиться, а затем предлагает ему стакан воды, в которую он налил сыворотку правды перед Протой. Так что, увидев это, Прота говорит ему, что он понял, что он сделал с Сейджи, на что Сейджи отвечает, говоря ему, что порошок, который он добавил в стакан с водой, был всего лишь минералами. Однако Прота злится только из-за того, что замечает, как паршиво лжет этот детектив. Поэтому в этом Сейджи решает заставить Прота насильно выпить сыворотку. Но в этом Проте удается избежать ее употребления, благодаря баллончику для промывания горла, используемому шпионами. Так что, став свидетелем этого, Сейджи решает атаковать Прота молотком, которому постепенно удается сбежать. Но затем он замечает, что находится рядом с телом торговца наркотиками, который разрушил жизни тысяч людей, что заставляет Прота задаться вопросом, действительно ли Сейджи это он. Полицейский, однако, пойман, и там Сейджи говорит ему, что если он не сдастся, то он лично допросит своих школьных друзей. Но в этом случае Прота говорит ему, что он ничего не знает, и даже если бы он знал, он бы не стал давать информацию такому сумасшедшему, как он. Поэтому, услышав это, Сюэ атакует Прота, которому удается уклониться от атаки, и в результате стена комнаты для допросов автоматически разрушается. Итак, в этот момент нам стало известно, что за стеной находится Ейчихиро, который наблюдает за допросом Прота. После этого Ейчиро начинает разговаривать с Санджи, который явно с большим доверием рассказывает Проте, что они бывшие одноклассники, так что они тоже бывшие одноклассники. Они сотрудничают вместе, потому что, очевидно, в обмен на помощь в их полицейском расследовании, им помогает Сейджи, скрывая всю свою шпионскую деятельность.
И после этого объяснения Ейтиро спрашивает Сейджи, как дела у Прота в этом небольшом тесте, на что Сёдзи отвечает, говоря ему, что он не предавал своих друзей. Союзники, а также не поддавались на его насмешки, и именно поэтому он считает, что Проута доказал свою эффективность и теперь более чем заинтересован в работе с ним. А потом Сейджи говорит Йоитиро, что у него есть для него работа в обмен на его помощь. Однако Йоитиро выходит из ситуации, говоря, что пришло время для его следующей миссии, и по этой причине он уходит, не сказав Проте, что ему пора идти в школу. Школа. И после этого Проте удается добраться до школы. Но из-за того, что его допрашивали всю ночь, он не мог даже уснуть. А потом мы видим, как Еитиро появляется в классе, рассказывая, что он будет заместителем учителя на сегодняшний день. Так что большинство учеников рады это слышать. Но через несколько минут мы видим, как Прота начинает засыпать. И по этой причине он получает мощный бросок мела, сделанный Еитиро, от которого ему едва удается увернуться благодаря своим инстинктам. В этом случае Еитиро начинает общаться с Протоном с помощью азбуки Морзе, и там он говорит ему, что он шпион, который должен научиться контролировать даже свой собственный режим сна. Поэтому, упомянув об этом, он говорит ему, что он будет использовать своих детей для анализа их частоты сердечных сокращений, чтобы определить, действительно ли он спит. Знание того, заснул ли он, бросает в него мел со скоростью звука, из-за чего и Прота, и Муцуми расстраиваются, узнав, что Еитиро планирует тренировать его в середине урока. И в этом мы видим, как Еитиро активирует специальный снотворный газ Нанао, в результате чего все в классе засыпают, за исключением Муцуми, который носит специальную противогазную маску, чтобы избежать воздействия газа, и там Еитиро решает бросить несколько мелков в Прота, чтобы поставить его в экстремальную ситуацию. Однако Эль Прота использует свой электрошокер, чтобы защитить себя, в то же время показывая, что он все еще спит, поскольку он смог войти в полусонное состояние, и его тело способно реагировать на угрозу, исходящую от него. На этом Прота начинает останавливать все атаки, вызванные Еитиро. Однако после этой тренировки нам становится ясно, что Прота теперь начал ходить по кругу со всех сторон. И через несколько дней мы видим, как Прота начинает читать журнал с любовными советами для шпионов, так что там она узнает, что 90-й год — это конец. Процент шпионских браков заканчивается разводом. Говорят, что причина в пропущенных соединениях из-за переутомления. Поэтому, прочитав это, Прота решает пригласить Муцуми на свидание. Но на этом его прерывает Сейджи, который звонит ему, чтобы сказать, что у него есть миссия, от которой он не может отказаться, Из-за этого планы Проты рушатся, и ясно, что он должен отправиться в то место, куда послал его Сейджи, которое оказывается парком развлечений, где ему нужно будет найти пару, которая носит незаконное оружие на этом сайте. Поэтому миссия Прота — найти и схватить их, чтобы они не попали в беду. Не создавайте проблем. Но в этот момент появляется Муцуми и удивляет Прота, рассказывая ему о том, что она пришла помочь им найти пару. Так что там Прота понимает, что это может быть его шанс заставить Муцуми хорошо провести время, пока он выполняет свою миссию. Увы, кто пытается скопировать действия любящей пары, находящейся рядом с ними, без особого успеха. Из-за чего этот сказал, что следит за наиболее подозрительными парами, проводя время вместе с Муцуми. Но после того, как они подсматривают за ними, они понимают, что пары, которых они исследовали, это просто нормальные люди. Это приводит к тому, что Прота расстраивается, так как он чувствует, что не смог осчастливить Муцуми за весь этот день, поэтому он пытается подарить ей розу. Но на этом Прота замечает, как самая любящая пара на сайте начинает спорить. И тут выясняется, что это те, у кого есть незаконное оружие, и они начинают стрелять, вызывая большой хаос. В результате чего роза Прота, которую он планировал подарить Муцуми, была испорчена одним из охранников. Выстрелы, так что там Прота очень злится и решает использовать свой электрошокер, чтобы остановить пару и таким образом передать их полиции. И после этого Сейджи благодарит Прота за то, что он хорошо поработал, а затем говорит ему, что он должен ему за это. После этого конфликта мы видим, как Прота ведет Муцуми к колесу обозрения, где ей явно удается наблюдать закат, что делает ее уже веселой, которая думает, что таким образом она сможет быть счастлива с Эль Протой вечно. Услышав это, Прота решает передать ей розу, которую он хотел подарить ей раньше, и это заставляет Муцуми сильно покраснеть. Но затем она решает взять ее, говоря Проте, что очень рада этому подарку. После этого во время смены сцены мы видим, как Сион удается завершить видеоигру за много часов, что заставляет ее волноваться и думать о том, что теперь она сможет уснуть впервые за 80 часов. Однако таинственной девушке удается взломать базу данных семьи Исакуры, так что в этот момент Шиун была разбужена сигналом тревоги.
который предупреждает ее, что эта проблема очень, но очень опасна и вынуждает ее прекратить атаку. И она демонстрирует свои выдающиеся кибернетические способности, и ей удается атаковать компьютер таинственной девушки, в результате чего она вынуждена полностью сбежать из базы данных, прежде чем ее обнаружат. Однако это и удается достичь своей цели, которая заключалась в краже информации о Проте. А потом на следующий день мы видим, как Прота и Муцуми готовятся идти в школу и встречаются с Шион, которая рассказывает им о том, что кто-то взломал базу данных, чтобы просмотреть только личные данные Прота, но затем упоминает, что у Проты не было ничего важного, кроме того, что у него есть. Мы обновили систему безопасности, чтобы им не пришлось беспокоиться об этом в будущем. Однако, когда Шион уходит на пенсию, она начинает задаваться вопросом, как они проникли в базу данных, когда никто не знает код доступа, кроме членов семьи. И после этого мы видим, как мальчики направляются в школу, в то время как Муцуми задается вопросом, зачем им пытаться украсть данные с компьютера. Прота и ничего больше, на что Прота отвечает, говоря, что какова бы ни была причина. Это чертовски страшно, что это происходит. Но на этом разговор мальчиков прерывается, когда они подвергаются атаке Идол, в результате чего Прота решает отвести Муцуми в безопасное место. Но понимая, что его преследователь продолжает преследовать их, Прота решает зайти в переулок, чтобы противостоять ему с помощью своего электрошокера. Так что в этом мы видим, как преследователь оказывается таинственной девушкой, которая взломала базу данных и которая противостоит Проте одной из своих игл. Поэтому, заметив силу Проты, она только радуется, когда признается ему в своей любви и просит его умереть за нее. Так что, став свидетелем этого, Муцуми удается узнать девушку и понять, что это известная девушка-шпион по имени Яка, что делает ее более привлекательной, которая использует свою шпионскую технику, чтобы выслеживать мужчин, в которых она влюблена, а затем убивает их своими убийственными иглами. Услышав это, Прота понимает, что он является целью Аяки, который сообщает Проте, что в настоящее время весь преступный мир следит за ним. И одна компания назначила вознаграждение в размере $100 000 за его голову, что привело к тому, что он был убит. Пусть Аяка проявит большой интерес к Проте. Но в этом случае Аяка бросает иглу и уносит домой награды, которые стояли за Протой, поскольку он явно стал более популярным. И этот упоминает, что она должна убить его, прежде чем это сделает кто-то другой, чтобы забрать деньги. А затем говорит Проте, что она знает все его скрытые чары, например, что он старается не наступать на растения, когда она проникает, или что он ремонтирует поврежденные здания во время своих миссий. Так что, услышав это, Прота понимает, что Аяка совершенно сумасшедшая. Но в этом он говорит ему, что хотя он понимает его чувства, он уже женат на Муцуми и не может позволить ей убить его. Поэтому, услышав это, Аяка начинает плакать, понимать, что Прота предпочитает Муцуми, а не ее. Однако она признается, что даже если он хочет убить ее, он не может этого сделать, потому что он явно пообещал это Ейчиро, что заставляет мальчиков удивляться, услышав это. Но там Аяка рассказывает, что она вела переговоры с Ейчиро, чтобы получить информацию о Проте, на что Ейчиро отвечает, что она не может этого сделать. Он без проблем согласился и, кроме того, передал семье код доступа к базе данных. Поэтому, услышав это, и Прота, и Муцуми злятся на Ейчиро за то, что он это сделал. В этом мы видим, как Аяка решает засыпать всю зону иглами, а затем упоминает парням, что они очень скоро увидятся снова. И через несколько часов мы видим, как Аяка появляется в классе мальчиков, как студент по обмену, который заканчивает тем, что сидит на скамейке запасных. Сиденье, которое находится рядом с Протой. Но прежде чем мы доберемся до этого, она намеренно спотыкается, чтобы бросить иглу в Прота, которая быстро останавливает ее своей записной книжкой. Поэтому с этого момента мы видим, как начинается тихая битва между Протой и Аякой, которая начинает оставлять несколько ловушек для игл вокруг Прота, чтобы он мог покончить с собой и исполнить свой фетиш. Так что Прота вынужден быть гораздо более сосредоточенным, чем обычно, чтобы не умереть. И через несколько дней мы видим, как он явно пытается поддерживать спокойную жизнь, несмотря на то, что на него всегда нападают. Однако через некоторое время Прота начинает уставать, в то время как с другой стороны, Аяка становится все более и более опечаленной, так как думает, что Прота не хочет принимать его предложения и чувства. Поэтому в этот момент Аяка решает использовать технику, называемую игольчатыми куклами, с помощью которой она вводит яд, контролирующий разум, учителю и другим ученикам в зале, что приводит к тому, что они становятся ее верными слугами и начинают атаковать Прота. Итак, там Прота пытается сбежать от своих товарищей, но из-за того, что их много, он в конечном итоге оказывается в ловушке, в результате чего Прота требует, чтобы он не связывался со своими товарищами. На что Аяка отвечает, спрашивая его, почему он не должен этого делать, поскольку в конце концов он считает, что он не должен этого делать. Этот мир существует только для Проты и для нее. И после того, как я упомянул об этом, он пытается убить Прота, но в этот момент вмешивается Муцуми, говоря ему, что с него хватит. Однако в этот момент Муцуми замечает, что предыдущий охотник за головами вернулся из мести и пытается убить Яку.
Поэтому Муцуми решает вмешаться, чтобы спасти его жизнь. В этот момент Прота отводит всех своих товарищей в сторону, чтобы он мог использовать свое оружие, и сразу же побеждает охотника за головами. Так что после этого совершенно удивленно спрашивает Муцуми, почему он спас ей жизнь. На что она отвечает, говоря ему, что она была рада видеть, что кто-то еще может спасти ее жизнь. Обратите внимание, насколько крут Прота, несмотря на то, что он делает это возмутительно. Поэтому, услышав эти слова, Аяка начинает воспринимать Муцуми как ангела, в которого она сразу влюбляется, узнав в нем настоящую любовь. Что приводит к тому, что с этого момента Аяка начинает повсюду следовать за Муцуми из-за его интереса к ней. Именно в этот момент Аяка влюбляется в Муцуми. Вот почему Муцуми спрашивает его, не была ли она влюблена в Прота недавно. На что Аяка отвечает, что теперь она просто хочет убить его, чтобы она могла жить рядом с ним очень спокойно. Но на этом разговор мальчиков прерывается, когда Проте звонит Шион, которая приглашает Проту в свою комнату, чтобы она попробовала с ней новую видеоигру. Итак, Муцуми решает поддержать Прота, так как знает, что тот будет вынужден проводить много часов, играя с Шионом. Однако она говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, так как сегодня они проведут только небольшое испытание. И в этом мы видим, как мальчики начинают играть в видеоигру, в которой они должны побеждать врагов, обладающих внешностью, подобной внешности Киоитира. Поэтому они начинают побеждать их и всех, продолжая продвигаться вперед, пока не встретят босса, который оказывается поездом с лицом Китира. Еитиро, которого они должны остановить, нажав несколько раз на кнопку. Так что после этого парням удается остановить босса и пройти уровень. Однако Прота замечает, что в новостях было объявлено, что вышедший из-под контроля поезд внезапно остановился без всякой причины, поэтому Сион рассказывает ему, что она взламывает систему, повторяет свою цель и превращает ее в игру, созданную им самим, а затем завершает ее, чтобы выполнить миссию. В результате чего Прота удивляется, услышав все это. А потом Шион сообщает Проту, что некоторые протестанты планируют врезать вертолет в тепловую электростанцию. Поэтому им нужно остановить его, победив босса видеоигры, прежде чем он явно вторгнется в определенную область, и после долгих усилий им удается победить его. Однако в этот момент появляются новые подкрепления, которые начинают создавать много проблем. Так что в этот момент Эль Прота приходит в голову фантастическая идея взломать предыдущего босса, чтобы использовать его в своих интересах. А потом мы видим, как появляется Джек, чтобы присоединиться к битве и помочь мальчикам, что позволяет им остановить нападение и успешно выполнить миссию в этот момент. Вот почему мы видим, что Сион решает показать Проута больше видеоигр. И из-за этого они проводят за игрой 3 ночи подряд, пока Проута не достигнет своего предела. Через несколько дней мы видим, как Прота усердно тренируется, когда Нанао звонит ему, чтобы попросить его о помощи, так как он нуждается в том, чтобы Прота играл. Прота отправляется за ним в лабораторию, где тайно разрабатывают биологическое оружие, и там Нанао объясняет ему, что он находится здесь, чтобы нейтрализовать новое оружие, которое они разработали, которое известно как Содом и представляет собой микробную бомбу, которая, если бы она взорвалась, уничтожила бы все формы биологического оружия. Жизни в радиусе 10 километров. Так как Нанао настолько опасна, она решает проглотить ее, чтобы вывести токсины, используя свое измененное тело. Однако, поскольку ему потребуется около 3 часов, чтобы нейтрализовать Содома, и он автоматически заснет, Нанао не сможет сбежать до прибытия подкрепления из лаборатории. Вот почему Нанао не может сбежать до прибытия подкрепления из лаборатории. Прота вынужден немедленно отправиться на поиски Нанао. И через некоторое время мы видим, как Протону легко удается проникнуть в лабораторию, и по этой причине он решает продолжить движение вперед. И пока он это делает, он замечает, что что-то не так, так как усиленные охранники ранены и безопасность нарушена, что приводит к тому, что у Протона возникают проблемы со здоровьем. Ощущение, что кто-то еще находится на этом сайте, хотя есть вероятность, что это был тот самый Нанао, который все это сделал. Но на этих мыслях они прерываются, когда охранник пытается напасть на него, но его быстро побеждает какой-то субъект по имени Цуйога, который, как выясняется, является частью правительственного разведывательного подразделения по имени Инагику. Так что там Прота шокирован, встретив публичных шпионов лично, оба из которых были названы Инагику. Они находятся там, чтобы нейтрализовать указанную лабораторию. Так что в эти моменты ты решаешь продолжать продвигаться вперед, чтобы выполнить свою миссию, но в другом месте Ога просит Прота явно сопровождать их, поскольку он очень заинтересовался Прото из-за того, что он стал очень популярным в мире шпионов благодаря своим недавним миссиям. Там мы видим, как Прота решает пойти вместе с членами Инагику, и по этой причине они начинают легче побеждать всех охранников,
что позволяет ему добраться до последней лаборатории, где ему удается найти Наноо спящим в безопасности. Но в этот момент Прата замечает, что Ога пытается убить Наноо, и по этой причине немедленно прекращает свою атаку. Так что Ахога просит Прата держаться подальше от Наноо, так как он представляет опасность, и его миссия прикончить его. Услышав это, Прата шокирован, в то время как с другой стороны Суй напоминает ему, что его миссия нейтрализовать лабораторию. А затем он упоминает об этом, явно наблюдая за лабораторией. На этом сайте они подслушали разговор между Эль Пратой и Наноо, что позволило ему знать, что Наноо стал угрозой, проглотив оружие Содома. По этой причине в интересах национальной безопасности лучше всего удалить его вместе с оружием. Поэтому, упомянув об этом, я подвергся нападению. Он просит Прата отойти в сторону, чтобы он мог выполнить эту миссию. Однако Прата говорит ему, что если они хотят убить Наноо, им придется сначала убить его. Поэтому, услышав эти слова, Зои решает использовать свою технику хождения по цветам, чтобы двигаться с большой скоростью и победить Прата одной атакой, так что там Прата падает на землю. Я полностью ранен, и его оружие уничтожено. В этом Цой говорит Проте, что он совершил много ошибок с самого начала, так как в конечном итоге он доверяет и теряет бдительность людям, с которыми только что познакомился. Затем он подождал, чтобы посмотреть, что он делает, вместо того, чтобы стрелять первым. Поэтому, сказав это, Зи начинает задаваться вопросом, является ли это лучшим, что есть у семьи и Сакуры. Когда Ога становится свидетелем этого, он злится на поведение Зи, но в этот момент Зи своим авторитетом заставляет его сразу успокоиться. Тогда Ога решает покончить с Наноо быстро и без страданий. Однако в этот момент Наноо просыпается и говорит ему, что он закончил детоксикацию Содома, поэтому там он показывает ему анализ, который показывает, что в его поте нет токсичных бактерий. И упомянув об этом, Наноо говорит ему о том, что его пот не содержит токсичных бактерий. Что если вы все еще не верите ему и хотите убить его, то по крайней мере дайте ему сначала обработать раны Прата. Однако Зуи упоминает, что если он смог обезвредить оружие, то все в порядке и его миссия выполнена. Так что он решает взять анализ в качестве доказательства не раньше, чем передаст Наноо лекарство, чтобы вылечить Прата. В этом случае Цуй решает уйти в отставку вместе с Ога, упоминая, что возможно смерть такого слабого человека, как Прата, была бы в интересах семьи Исакура. И через несколько дней мы видим, как Прата был схвачен Еитиро и теперь оказывается подвергнутым пыткам со стороны него, что приводит к тому, что он спрашивает Прата, знает ли он, почему он оказался в такой ситуации, на что Прата отчаянно отвечает, говоря ему, что у него нет даже возможности ответить. Малейшая идея. Из того, что Еитиро рассказывает, следует, что очевидно журнал шпионских сплетен опубликовал статью о том, как на днях он был побежден правительственными шпионами, что нанесло ущерб репутации семьи Йосакура из-за упоминания в журнале. Поскольку в журнале упоминается, что это гибель знаменитой шпионской семьи, именно по этой причине Еитиро обнаруживает, что наказывает Прата, поскольку помимо всего этого скандала, если бы Прата совершил ошибку из-за своей слабости, Наноо был бы убит, мертв. Поэтому, услышав эти слова, Прата начинает чувствовать себя очень виноватым. Однако в этот момент появляются Муцуми и Наноо, чтобы отругать Еитиро за то, что он был так жесток с Протой и заставил его извиниться. Но Прата говорит Еитиро, что он прав, поскольку он не смог ничего сделать, будучи таким слабым. Услышав это, Еитиро говорит ему, что если он хочет взять на себя ответственность за то, что произошло, то он должен победить Инагику и восстановить репутацию ненавистной Сакуры. После этого разговора мы меняемся местами и видим, как Суи садится в поезд, где он сталкивается с довольно раздражающим субъектом, несмотря на то, что он не в себе. Тот, кто решит уничтожить всю его одежду своим мечом. После этого он замечает присутствие Прата, который спрашивает его, чего он хочет. И тут Прата удивляется, что Зи так быстро это понял. В этом случае Зи спрашивает его, пришел ли он отомстить за прошлый день, на что Прата отвечает отказом, вспоминая разговор, который у него был с Еитиро, который сказал Проте, что война между шпионами — это информационная война, поэтому, чтобы победить врага, он должен быть готов к этому. И Нагику нужно украсть его информацию, шпионя за шпионом. И вспомнив это, Прата говорит Зоя, что ради своей семьи она узнает от него то, что ей нужно улучшить. Поэтому, услышав это, он с удивлением обнаруживает, что шпион объявляет, что будет следовать за кем-то, но все же приказывает Проте делать то, что он хочет, поскольку в любом случае она не думает, что сможет поспеть за ним. Поэтому Суа использует свою прогулку по Флоресу, чтобы сбежать от Прата в толпе. В этом случае Прата начинает прилагать все усилия, чтобы добраться до Зои, но в этом случае он использует свой меч и срывает одежду с Проты, в результате чего тот оказывается полностью обнаженным и попадает в неприятности со всеми властями. Итак, с этого момента мы видим, как Прата начинает следовать за Зоей, чтобы попытаться выжить целый день. Но в первый же день мы видим, как Зои снова раздевает его догола.
А затем на третий день он пытается последовать за Зоей, которая обедает в здании вместе с Ога. Однако Зои снова использует свой меч, чтобы разрезать одежду Проты. Но на седьмой день мы видим, что Проте удается выслеживать Зи до полудня, и кроме того ему удается помешать Зи полностью уничтожить его одежду во время первой атаки. После этого мы видим, как Еитиро оказывается готовящим на Проте, который, несмотря на то, что он все еще поправился, был снова побежден за Инагику. Так что Нанао злится на своего брата, а затем берет на себя ответственность за Прота, который говорит ему, что он снова потерпел поражение из-за того, что его избили. Мальчик поэтому Нанао злится на своего брата, а затем берет на себя ответственность за Прота, который говорит ему, что он снова потерпел поражение из-за того, что слабый. И тут Нанао говорит Проте, что бы ни говорили другие, он думает, что он великолепен. На этом Еитиро прерывает разговор, чтобы сказать, что Прота теперь привык к тому, что его явно раздевают догола. Поэтому, услышав слово «привычка», Прота успевает понять все, что он игнорировал. Итак, на 10-й день наблюдения мы видим, как Проте удается следовать за Зоей до вечера, где он наблюдает, как она посещает могилу. Вот почему Зои говорит Проте, что на этот раз с ним все будет кончено, в качестве поздравления за то, что он сопротивлялся весь день, за то, что он был в безопасности. Что в этом Зои использует свою цветочную прогулку, чтобы напасть на Прота. Однако в этот момент Протону удается поймать его, в то время как нам открывается, что его тело теперь помнит все случаи, когда на него нападали. Так что, несмотря на то, что он не способен видеть или реагировать, благодаря привычке подвергаться нападениям так много раз, он смог остановить его. Суби в первый раз, поэтому, став свидетелем этого, Суби удается осознать потенциал, которым действительно обладает Прота. Вот почему Суби просит Ахогу позаботиться о ранах, нанесенных ей Протой. И после этой дуэли нам стало известно, что статья о поражении Прота в руках Зои вскоре канула в лету. Однако теперь появился еще один, в котором Прота изображен как эксгибиционист из-за того, что его все время раздевали догола. А потом, несколько дней спустя, мы видим, как Муцуми просит Прота помочь с поручением, и по этой причине он сопровождает его, неся огромную сумку, что заставляет Прота задаться вопросом, куда они направляются со всеми вещами, которые он явно несет. Но в этом мы видим, как мальчики встречают Зуи, который приветствует Муцуми с большим уважением, в то время как Прота поражен. Поэтому Муцуми упоминает Проте, что они знают друг друга, поскольку когда-то были коллегами. Однако она говорит Суе о том, что все еще злится из-за инцидента, который у нее произошел с Нанао и Эль Протой. На что Суе отвечает, говоря ей, чтобы она не стеснялась этого делать, поскольку он просто выполнял свою миссию. И после этого он упоминает, что пора уходить, потому что их ждет лидер Инагику. Так что они направляются к зданию диспетчерской, которая выглядит так, как будто это с картеля правительственных шпионов. Однако там ребята показывают, что штаб-квартира Инагику на самом деле находится в кафе. В этот момент Суби заказывает 3 специальных кофе, а затем мы видим, как открывается земля, в результате чего все трое падают с высоты 300 метров, чтобы направиться к базе Синагику. Так что в этот момент Суби заказывает 3 специальных кофе, а затем мы видим, как открывается земля, в результате чего все трое падают с высоты 300 метров и направляются к базе Синагику, что пока Канцуи предлагает Муцуми кофе, чтобы они выпили его вместе. В этот момент мы видим, что различные защитные ловушки также служат для конфронтации, и что они срабатывают, потому что очевидно, что все это послужит тренировкой, в результате чего Суби начинает пресекать все угрозы, чтобы защитить Муцуми, в то время как Прота пытается защитить себя самостоятельно, и после того, как он убивает Муцуми, Суби пытается остановить все угрозы, чтобы защитить Муцуми. Через несколько дней ребятам удается благополучно добраться до базы Инагику, где мы видим, как огромный и тяжелый железный шар вот-вот упадет на Прота. Однако в этот момент появляется босс Инагику по имени Ринг и уничтожает мяч одним кулаком. Так что после этого Рин спрашивает Проту, действительно ли он такой же слабак, как и он, и как тогда она может обезопасить Муцуми. А затем мы видим, как Рин начинает безостановочно есть много сладостей и десертов, так что тут Прота понимает, что его обманули. В огромной сумке были закуски для Ринга, который очень любезно поблагодарил Муцуми за подарки. И после этого Муцуми официально представляет его главе Синаги Куала Альпроте, которая также оказывается бывшей одноклассницей Еитиро. Однако, услышав имя сестры Муцуми, Рин очень расстраивается, поскольку они не очень хорошо ладят. И там она рассказывает нам, что это потому, что Рин очень ценит Муцуми и ненавидит Еитиро, потому что он явно чрезмерно опекает ее. Вот почему Рин хочет, чтобы Муцуми женился на ком-то, кто был бы способен защитить его от его брата. Однако, увидев Прота, он говорит ему, что, по его мнению, он ничего не может для нее сделать, поскольку он также слышал от нее, и что Прота это было бесполезно. Так что, услышав это, Муцуми упоминает, что это явно неправда, поскольку душа Прота так же сильна, как и душа Еитиро. Но на этом разговор мальчиков прерывается, когда на базе происходят большие разрушения, которые, как нам выясняется, были разрушены. Причина в Еитиро, который пришел потребовать, чтобы Рин вернула Муцуми. Поэтому Рин приказывает ему покинуть свою базу, поскольку они находятся в разгаре чаепития.
На что Ейтиро отвечает, говоря ему, что просто присутствие вульгарной гориллы женского пола испортит Муцуми. Итак, после оскорбления мы видим, как Юитиро атакует Ринга своими нитями, которые в конечном итоге разрушаются кулаками Ринга. Так что в этот момент они оба демонстрируют, как плохо они ладят, и начинают сражаться, используя все свои силы, вызывая таким образом большие разрушения на ринге. Вся база Инагику. Увидев это, он пытается остановить их, но его быстро оттесняют элитные шпионы, которые продолжают драку и решают покончить со всем одним махом. И в этот момент Муцуми встает между ними обоими, чтобы попытаться остановить их, так что тут и Ейтиро, и Рин беспокоятся, что его могут убить. Они не могут остановить ее атаки и могут причинить ей боль. Однако Прата появляется, чтобы пожертвовать собой ради Муцуми, что заставляет элитных шпионов удивляться, увидев, на что способен Прата. Но в этом случае Муцуми угрожает Ейтиро и Арину, говоря им, что если кто-то из них продолжит создавать новые проблемы, то она никогда больше с ними не заговорит. Поэтому, услышав эти слова, оба шпиона приходят в шок и решают прекратить конфликт между ними. И тут Рин извиняется перед Муцуми, а затем признается ему, что Прата сильнее, чем кажется. Так что после этого конфликта Рин говорит Проте, что ему нужно, чтобы Прата проник под прикрытием, чтобы расследовать танцующего политика по имени Куро Юрий, поскольку ясно, что несмотря на то, что этот Прата самый сильный из всех, с кем он когда-либо сталкивался, он выглядит как человек, который стремится к благу для всех. На самом деле за всеми его достижениями пролито много крови. И кроме того, его охраняют 3 политических шпиона, известных как шпионы-тройняшки красный, синий и желтый. Поэтому вместе с ними Куро Юрий использовал взяточничество, убийства и другие преступления, чтобы пробиться на следующие всеобщие выборы. И хотя у Нагика есть много доказательств этого, их все еще недостаточно, чтобы получить ордер на обыск политика. Вот почему им нужна достоверная информация о его планах бомбардировок. Итак, после этого объяснения Рю говорит про Тою, что ему нужно, чтобы он взял на себя эту миссию, потому что Куро Юрий знает о существовании Инагику и явно настроен против них. В этот момент мы видим, как Муцуми и Су используют свои навыки, чтобы замаскировать Прата под женщину-секретаря, поскольку партия Куро Юрия только что опубликовала объявление о вакансии, в котором они ищут секретаря с характеристиками костюма Прата. Поэтому Рин говорит Проте, что от него зависит много жизней и что он должен получить ценную информацию, в результате чего Прата соглашается на миссию и начинает работать с Куро Юри, который участвует в рекламной кампании, в которой несколько протестантов появляются, чтобы поддержать его, оскорбить его. Однако в этот момент выходит из строя звуковая установка, и она вот-вот упадет на одного из протестантов, и по этой причине Куро Юри использует свое тело, чтобы защитить его. Так вот, где он говорит ему, что они имеют право как граждане иметь свое мнение, каким бы оно ни было, поскольку его миссия — выслушивать их. И именно поэтому он просит их продолжать вести честные, открытые переговоры, чтобы таким образом создать лучший мир. Однако, когда Куро Юрий оказывается в машине скорой помощи своих шпионов-тройняшек, этот показывает свое истинное лицо, показывая, что все это было сделано для того, чтобы привлечь на свою сторону больше людей. Поэтому Проте удается заметить, что это из-за его способности проникать незамеченным. И с этого момента Прата пытается найти доказательства, чтобы раскрыть свои злые планы. Однако ему ничего не удается найти, в то время как с другой стороны отвратительные действия Куро Юри продолжаются безостановочно, чтобы изменить политический климат в его пользу. Из-за чего Прата остается в замешательстве, поскольку Куро Юри никогда ничего не раскрывал, хотя он продолжает совершать преступление за преступлением. Но в этом он замечает, что Куро Юри общается со шпионами с помощью азбуки Морзе. Так вот, там он узнает, что они планируют завтра совершить покушение на вице-премьера. Но узнав об этом, Проте удается переместить бомбу с места, чтобы предотвратить гибель многих людей, что позволяет ему максимально избежать ущерба. Однако показывает, что Куро Юрий раскрыл личность Проты и выстрелил ему в голову из пистолета. Но в этом Прота также показывает, что предвидел все это, и с его помощью они побеждают шпионов и Куро Юри, которого ему удается захватить с достаточным количеством улик, так арестовать его. Однако по дороге в тюрьму Куро Юри упоминает про Тою, что он многое о нем знает, а после этого рассказывает ему, что авария, в которой погибла его семья, на самом деле не была несчастным случаем. Поэтому, услышав это, Прата очень злится и просит его остаться. Объяснение, на что Куро Юрий отвечает ему, говоря, что он не обязан отвечать на это,
но если он готов что-то сказать ему как ветеран преступного мира. Так вот, что он говорит о том, что этот мир полон множества скрытых истин. И в этот момент мы видим, как швейцарец связывается с Протой, чтобы сообщить ему, что вице-премьер был похищен, и они транслируют в прямом эфире его видео. «Откуда-то, так как ранее он был похищен», — сказал он, — «заменен суррогатом посреди хаоса, и это было целью Кураюри с самого начала». С самого начала. Итак, Исси просит Прота допросить Кураюри, чтобы он мог выяснить местонахождение заместителя премьер-министра. Однако Кураюри сообщает Проте, что он планирует отправиться на место похищения самостоятельно, так что Прота с большой легкостью освобождается от его оков, а затем отправляется в тюрьму. Он бросает бомбу, с помощью которой ему удается сбежать, уничтожая машину взрывом. А с другой стороны мы видим, как Нанао проводит эксперимент, который в конечном итоге идет наперекосяк и вызывает большой взрыв в доме, в результате чего Муцуми входит в лабораторию, очень обеспокоенная своим младшим братом, который говорит ей, что с ним все в порядке и что он пытается создать эффективное зелье, чтобы залечить раны, так как в последнее время она очень беспокоилась о Проте и его миссиях. А потом он спрашивает Муцуми, не беспокоится ли она о Проте, на что Муцуми отвечает, что, конечно, беспокоится, но поскольку ничего не поделаешь, она решает устроить большой праздник для Проты и его возвращения. И после этого она начинает задаваться вопросом, чем сейчас занимаются ее братья, на что Нанао отвечает, говоря ей, что Кенго работает над моющейся маской, которую Прота может использовать на случай, если она вернется домой неузнаваемой. С другой стороны, Шион обнаруживает, что забирает все компьютеры у своих врагов, чтобы они не подняли ей шум, если что-то случится с Протой. В то время как Синдза обнаруживает, что очень обеспокоен Протой и по этой причине не выходил из своего укрытия. После этого Мацуми и Нана навещают Футабу и Киёширо, которые очень спокойно пьют чай. Так вот, Футаба говорит им, что не нужно беспокоиться, так как он знает, что Прота может делать что-то, когда ему нужно. И в этом Кияширо упоминает, что его радует только то, что он воображает ужасную судьбу, которая может ожидать Проту, что приводит к тому, что Прота теряет сознание. Пусть и Муцуми и Нанао разозлятся на него. А вернувшись с Протой, мы видим, как ему удается благополучно выбраться из машины вместе с водителем, в то время как он не перестает думать о том, что Куро Юри рассказал ему о своей семье. Однако его мысли прерываются, когда Суи звонит ему, чтобы узнать, как у него дела. Так что там Прота говорит, что Кураюри сбежал от него без особых проблем, на что Зуэт отвечает, что он явно этого ожидал. А затем он рассказывает ему, что Кураюри не только политик, но и шпион, который в свое время был известен как Курагао, который был легендарным шпионом, работавшим в тени по всему миру и который, как считалось, умер примерно 5-6 лет назад. Затем Суби признается Проте, что они ослабили охрану и отпустили его, чтобы он мог выяснить, что он замышляет, в результате чего Прота понимает, что он был приманкой все это время. Но в эти моменты Зи сообщает ему, что они смогут спасти вице-премьера, используя GPS-трекер, который они установили на вас ранее. Так что в этот момент Прота решает пойти за ним, чтобы таким образом выполнить свою миссию. И во время смены сцены мы видим, как вице-премьер встречается с Кюрагао в передаче, транслируемой по всей стране. Так что в этот момент вице-премьер злится на него, в то время как он говорит ей, что он явно разочарован тем, что никогда не был справедливым политиком. Но в этом Курагао раскрывает свою истинную личность перед всем миром, и это заставляет первого заместителя премьер-министра удивляться, поскольку он считал, что он умер много лет назад. А потом Кюрагао говорит всему миру, чтобы на этот раз он говорил не как политик, а как отец, потерявший свою дочь. Так что там он показывает, что явно отомстил политическим деятелям, стоящим за этой сценой. Однако, поскольку вице-премьер-министр — это тот, кто знает всю историю, он хотел устроить эту месть средь бела дня. После этого Курагава направляет пистолет на политика, спрашивая его, собирается ли он сказать ему правду, или он будет уничтожен обществом, или он откажется признаться и уйдет. Он умрет от своей собственной руки. На что он отвечает, говоря ему, что если бы он был тем, кто так небрежно произносил правду, то он потерпел бы неудачу как политик. Поэтому, услышав это, Курагава решает публично убить заместителя премьер-министра. Однако появляется Прота и уничтожает трансляцию, в то время как Курагава требует отпустить министра. На что Курагава отвечает, говоря, что он знает, что не может выстрелить в него из-за того, что его пистолет электрический, и что на таком расстоянии он также в конечном итоге причинит вред заложнику. Поэтому он говорит Проте, что он должен улучшить свои навыки ведения переговоров, стреляя в него, чтобы обезоружить его, но на этом расстоянии он также может ранить заложника. Это Прота решает сократить дистанцию как можно быстрее, чтобы попытаться нейтрализовать Курагаву. Однако этому удается нанести ответный удар и поймать Прота, используя нити, которые он явно планирует
планирует использовать против него. В результате чего Прата с удивлением замечает, что Курагао знает все боевые приемы Ясакуры, как будто он из одной семьи. Так вот, Курагао говорит ему, что он довольно хорошо разбирается в обработке информации, поскольку для шпиона ничто не является секретом. Важнее этого, в этом случае Прата спрашивает его, почему такой шпион, как он, стал политиком, который использует злые средства для обмана, что в свою очередь приводит к тому, что он становится политиком, который использует злые средства для обмана, что Курагао отвечает ему, говоря, что его не интересует политика, а он просто хочет отомстить. В тот момент нам стало известно, что он был высоко оценен в политическом мире благодаря своей способности добывать информацию. Однако однажды он навещает свою маленькую дочь, потому что у нее день рождения, чтобы удивить ее. Но когда он приходит в дом, он понимает, что политики, на которых он работал, оставили ему бомбу, которая взрывается и приводит к смерти его дочери, что является причиной его смерти. Большая ненависть к политикам, из-за которой он решает раз и навсегда покончить со своей работой, в результате чего Прата решает освободиться от пут, чтобы попытаться остановить его. Но в этом появляются шпионы-тройняшки, чтобы защитить Курагао, который говорит Проте, что будучи тем, кого он знает от боли и ненависти, он испытывает сильную ненависть к политикам. Если он потеряет семью, она не захочет убивать его без какой-либо причины, а затем скажет ему, что если он готов отступить, то он расскажет все, что знает о своей семье. На что Прата отвечает, что ему не нужно, чтобы я разговаривал с ними, если ему приходится видеть, как умирают люди. В этот момент мы видим, как Суя появляется, чтобы забрать с собой решетки и таким образом помочь Проте. Поэтому Прата пытается атаковать Курагао с помощью оружия. Нож сделан Синдза, но этот защищается без проблем, что позволяет ему контратаковать и нанести большую рану Проту. А тем временем мы видим, как тройняшки встречаются лицом к лицу со своими, и по этой причине они решают раскрыть свои способности, которые заключаются в управлении огнем, водой и электричеством различными способами. Итак, после этого объяснения все трое решают объединить свои техники, чтобы бросить большой энергетический шар в Зуи, который активирует свою прогулку по цветам вместе со своей техникой владения мечом и использует способность под названием «Подводный цветок», которая немедленно побеждает 3 шпионов. Поэтому, одержав победу, он решает вернуться к Проте, но в этот момент тот чувствует рядом с собой мощное присутствие, из-за чего Суби на мгновение оказывается в шоке. А вернувшись к Проте, мы видим, как Курагао говорит ему, что нет ничего, что он мог бы изменить по сравнению с суровой реальностью, через которую он прошел. На что Прота отвечает, говоря ему, что реальность — это не то, что он должен просто принять, поскольку есть вещи, которые он может изменить. Так вот почему Прота бросается в атаку на Курагао и использует прогулку по цветам и Нагику в течение небольшого короткого промежутка времени, что позволяет ему разработать стратегию, с помощью которой противостоять всем атакам Курагао. Так что в этот момент Проте удается обезоружить и победить его, и став свидетелем этого, Курагао поражен, увидев, на что способен Прота. Поэтому, заслужив его уважение, Курагао решает оставить Проте записку, в которой у него есть вся информация о его семье. Но прежде чем он успевает сказать что-то еще, Курагао получает таинственный выстрел, который явно заканчивает его жизнь. Так что после этого Прота решает отправиться на могилу дочери Курагао, так как это был адрес, указанный в записке, которую он явно оставил перед смертью. Оказавшись там, Прота получил небольшую коробочку, в которой находится информация, которую получил Курагао, и после этого Прота решает вернуться домой, где его радостно встречают все члены семьи Исакура, в результате чего Прота приходит в восторг, осознав, что информация, которую получил Курагао, была украдена. Ему очень повезло с его новой семьей. А потом на следующий день мы видим, как Прота и Муцуми доставляют на секретную базу Инагику, где Рин встречает его большим праздником, чтобы отпраздновать, что Прота успешно выполнил свою миссию. Так вот почему Зои рассказывает ему о том, что этот банкет — это мероприятие, которое Ринг устраивает, чтобы отблагодарить своих подчиненных различными продуктами, которые он собрал своими руками. И после этого мы видим, что Киошира тоже снова оказался на вечеринке, и по этой причине Рин приказывает ему убираться. Однако Киошира показывает, что принес богатое саке, и это приводит к тому, что Рин решает согласиться, чтобы он остался, чтобы он мог пить бесплатно. Так что в таких случаях он решает использовать свой меч, чтобы разрезать животных, женатых Рингом, на несколько кусков мяса, которые позволяют ему легче готовить. И пусть Прота подаст ему тарелку еды от Муцуми. Однако Киохира избегает всего этого, чтобы он мог сам подавать еду своей сестре. Поэтому, став свидетелем того, как Рин и Киохира снова начинают драться, бросая друг в друга еду. С другой стороны, так вот где мальчики понимают, что они не могут подойти к кастрюле, чтобы подать себе тарелку с едой. Но в этот момент Суби использует свою прогулку по цветам, чтобы она могла взять желаемые порции, и ей удается без особых проблем подать 2 тарелки с едой.
А потом он говорит Проте, что использование этой техники деформирует кости новичка, поэтому там он просит его собрать свои силы и приготовить еду, энергии, и пусть он продолжает работать над техникой, чтобы в конечном итоге это не разрушило его тело. А после этого застолья мы видим, как Рин и Ога засыпают после того, как много поели, в то время как мы с Широ решаем сходить в туалет. А тем временем Прота решает остаться наедине, нервно разглядывая маленькую коробочку, которую он получил от Курагао. Однако Муцуми, кажется, удивляет его, спрашивая, содержит ли эта коробочка какую-то информацию о его семье и не собирается ли он ее открывать. На что Прота отвечает, что не хочет открывать ее из-за страха, поскольку когда он впервые остановил Курагао, ему случайно пересекли дорогу. В голове мелькнула мысль, что очевидно, если бы человек, отнявший его семью, был у него на глазах, возможно, с ним было бы сделано то же самое. Поэтому на мгновение Прота начал отождествлять себя с кем-то, кто хотел убить другого человека, что его пугает, поскольку он не хочет становиться убийцей, что в конечном итоге стало Курагао в его последние минуты жизни. Однако в этот момент Муцуми решает поцеловать Прота в щеку, и это в свою очередь заставляет его покраснеть. И Муцуми говорит Проте, что неважно, какие сюрпризы произойдут в его жизни, так как он останется прежним, и даже если он изменится, она всегда будет рядом, быть рядом с ней. Поэтому, услышав это, Прота успокаивается, а затем понимает, что уронил маленькую коробочку, внутри которой находился мрамор, устройство, способное записывать оптические данные. Но в этом мы видим, как Ейтиро наблюдал, как Муцуми поцеловал Элла Прота, и по этой причине он очень расстроен этим. И на самом деле мы не знаем почему, но она намекает, что ее собственный брат влюблен в нее. Однако в этом появляется Ринг, чтобы остановить его, чтобы Прота мог сбежать с Муцуми домой. Оказавшись там, Прота очень удивлен, что Аяка находится там, поскольку Муцуми решил нанять ее в качестве официальной прислуги Есакуры. Поэтому, узнав об этом, Прота удивлен, что Муцуми приняла такое решение. В этом случае Мицуми решает научить Джаку заваривать чай, чтобы таким образом он мог лучше привыкнуть к этой работе. Поэтому Прота спрашивает Мицуми, можно ли позволить посторонней шпионке жить в доме, на что Мицуми отвечает, что да, она в порядке хорошо, поскольку речь идет об Аяке, которая в свою очередь раскрывает против всю информацию, которую она получила за последние несколько дней, а затем забирает информационный шарик. Но в этом случае появляется Шион, чтобы взять мрамор, а затем упоминает, что это устройство старое и немного повреждено. Именно по этой причине ему потребуется немного времени, чтобы полностью его проанализировать. Так что там Прота удивляется Зеленому, что Аяка собрала так много информации, и кроме того, он связался с Шион еще до того, как был заказан мрамор. И Аяка напоминает ему о том, что она все еще шпионка, а затем рассказывает ему, что она также узнала о его награде в Нижних мирах, которая увеличилась. Поэтому она говорит ему, что теперь он окружен большой опасностью. Это причина, по которой Джака решает ежедневно пытаться убить его, чтобы таким образом Прота мог подготовиться к опасностям извне. Это приводит к тому, что Прота расстраивается, так как с этого момента Джака будет жить с ними, пытаясь убить его каждый день. Поэтому через несколько часов мы видим, что Прота полностью истощен, и Муцуми решает приготовить ему чай. Однако там он понимает, что чайные листья Ейтиро закончились, и по этой причине он вынужден использовать другие. Но на этом Прота решает принять ванну, чтобы я мог лечь, поспать и отдохнуть. Но однажды в туалете мы видим, как появляется Аяка, чтобы удивить его и попытаться убить, используя кислоту, поэтому Прота вынужден уклоняться от каждой его атаки. Однако в этом случае срабатывает ловушка для электрической ванны, и это приводит к тому, что Аяку начинает бить током. Поэтому там Прота решает использовать свое тело, чтобы остановить ловушку, несмотря на то, что на нее также начинает воздействовать электричество. Так что, увидев это, Аяка краснеет, увидев, как Прота пожертвовал собой ради нее. Однако в этот момент появляется Ейтиро и наблюдает, как Прота лежит обнаженным на Аяке. Из-за чего Аяка рассказывает ему об устройстве для пыток, созданном в период Эдо, чтобы разрезать весь живот. Так что, увидев это, Прота пугается и вынужден немедленно сбежать от старшего брата. И после этого мы видим, как Прота готовится отправиться на новое задание. Но в этот момент появляется Муцуми, чтобы сказать ему, что он забыл свой телефон, который начинает звонить на следующий день. Мне звонит человек по имени Кауро. Однако Прота решает повесить трубку и увольняет Муцуми, совершенно нервничая. Поэтому, став свидетелем этого, Аяка говорит Муцуми, что Прота посылает сигналы, чтобы она ясно поняла, что он ей изменяет, на что Муцуми отвечает, говоря ему, что она уверена, что он изменяет ей. Прота просто очень занят своими миссиями. Через несколько дней мы увидим, как Муцуми решает прогуляться с Голиафом с помощью Прота,
поскольку Голиаф отказывается гулять с кем-либо, кроме вождя Есакуры. А потом она рассказывает ему, что Голиаф — это волчья собака, принадлежащая к особой породе, которая позволяет этому волку изменять свои размеры по своему желанию. Так что в этом случае он становится огромной собакой, позволяющей Муцуми сесть на него верхом. Однако, когда Прота пытается сесть на лошадь, Голиаф запрещает ему сесть на нее, в результате чего Прота вынужден отправиться на прогулку, взяв поводок Голиафа, который начинает с огромной скоростью мчаться по городу, пока не доберется до парка. Однажды там мы видим, как к мальчикам подходят какие-то дети с воздушными шарами. Однако Голиаф замечает, что у одного из этих воздушных шаров есть бомба, которая немедленно взрывается. Но в этом мы видим, как Прота использует свое тело, чтобы защитить их всех. Так что в этом Голиаф использует свое обоняние, чтобы он мог найти человека, который заложил бомбу, и таким образом преследовать его. Конечно, что там этому удается поймать преступника, который оказывается клоуном, который пытался покончить с главой семьи Йосакура. После этого мы видим, как Муцуми решает вернуться домой, но в этот раз Голиаф позволяет Проте сесть на него верхом, что приводит к тому, что они могут добраться намного быстрее. Оказавшись в доме, мы видим, как Аяка ловит Прота, рассказывая ему о том, что она смогла собрать необходимую информацию, чтобы разоблачить его как изменника, которым он является. Поэтому, услышав это, появляется Ейтиро, чтобы прикончить его с помощью машины для пыток. Однако в этот момент появляются два члена Инагику по имени Мамидзи, а также Каору, которые раскрывают, что тайно работали на Прота, поскольку он попросил их о помощи, чтобы он мог найти клинки, которые, по их словам, были спрятаны в тайнике. Чай от Ейтиро, так что там ребята понимают, что Прота был таким загадочным, потому что хотел, чтобы это стало для него сюрпризом. Так что в этот момент Аяка извиняется перед Протатой, в то время как Ейтиро просто злится, понимая, что все, что Прота сделал для него, было чем-то вроде любви к себе. Однако этот все еще отказывается извиняться перед Протоном, из-за чего Муцуми приказывает Голиафу сесть на Ейтиро сверху, чтобы немного его расстроить. Через несколько дней мы видим, как Прота тренируется с Футабой во дворе дома. Так что вот и Прота он вынужден уклоняться от нескольких бейсбольных мячей, брошенных специальным питчером Есакуры, что заставляет Прота паниковать, поскольку броски питчера совершенно смертельны. Но все же ему удается пройти испытание, и по этой причине Футаба решает сделать перерыв, чтобы затем продолжить остальные тренировки. Оказавшись в комнате, Прота спрашивает Муцуми, что она читает, на что она отвечает, говоря ему, что только что нашла альбом знакомый во время уборки. Так что там Прота обращает на себя внимание конкретной фотографией, на которой он наблюдает, как Нанао стоит в центре. Так вот в чем Муцуми рассказывает ему о том, что они сделали эту фотографию, когда Нанао сдавал экзамен на получение лицензии на шпионаж. Услышав эти слова, Прота начинает задаваться вопросом, что такое лицензия на шпионаж, на что Футаба отвечает, что это членский билет, выданный Ассоциацией шпионов. И упомянув об этом, она рассказывает ему, что в начале 20 века шпионы создали организацию для содействия сотрудничеству, которая позже стала известна как Ассоциация шпионов. Поэтому после этого Футаба сообщает Проута, что те, кто сдает экзамен, проводимый ассоциацией каждый год, становятся полноправными членами и получают эту лицензию на шпионаж, которая позволяет им получать доступ к информации, предложениями работе, а также имеют право на пенсию шпиона. А потом она упоминает, что существует 3 степени лицензирования, от бронзовой до золотой, так что, сдав другие экзамены, вы можете быть переведены в следующий класс, что в конечном итоге становится преимуществом, поскольку при повышении в звании квесты будут иметь лучшие награды, чем после прослушивания всей истории. Эту информацию Прота сообщает Футабе, что тот также хотел бы получить лицензию на шпионаж. Вот почему Ейтиро прерывает разговор, говоря Проте, что он должен знать, что все члены семьи сдали экзамен с первого раза. И вот тут он начинает угрожать Проте, говоря ему, чтобы ему и в голову не приходило опозорить фамилию Йосакура. В этот момент мальчики начинают слышать несколько криков, издаваемых Аякой, которая начинает извиняться перед Шон, поскольку в итоге она заблокировала программу, которую она кодировала, пока чистила провода, так что в этом мы видим на экране видеопризрак, который в конечном итоге пугает Прота на мгновение. Момент. Однако в этом случае Муцуми и Шун начинают беспокоиться о Футабе, которая пребывает в полном шоке. Так что там Муцуми рассказывает Футабе, что она боится призраков и призраков, поэтому она упоминает, что они должны будут присматривать за Футабой весь день, пока он не вернется. Пусть этот страх пройдет, но в этом случае мальчики слышат таинственный шум на крыше, и это еще больше пугает Футабу. Так что, осознав ситуацию, мы видим, как мальчики начинают проводить весь день, присматривая за ней, которая опровергает, которая решает остаться на весь день со своими братьями, поскольку они начинают делать все возможное, чтобы уберечь ее от всего, что может ее напугать. Вот почему она решила остаться на весь день со своими братьями и
сестрами, поскольку они начинают делать все возможное, чтобы уберечь ее от всего, что может ее напугать. Которые все злятся на Кёнгу, видя, как тот маскируется под монстров, чтобы напугать Футабу. После этого мы видим, что шумы в доме не прекращаются, и по этой причине Футаба продолжает бояться весь день. Но потом вечером Муцуми и Прота решают сопровождать ее, чтобы она могла отдохнуть. Заметив, что таинственный шум все еще продолжается, в доме Муцуми решает взять любимую книгу Футабы по имени Маматару «Без чести и бесчеловечности». Поэтому там Муцуми начинает читать сказку, но через несколько секунд она засыпает, что приводит к тому, что Прота он вынужден продолжать читать за нее. Вот так, услышав свою любимую сказку, Футаба приходит в очень хорошее настроение, а затем извиняется за то, что весь день у него было такое несчастное лицо. А потом она рассказывает ему, что ее мать все время рассказывала ему эту историю, и она ничего не боялась. Однако, когда ее мать скончалась, Футаба поняла, что какой бы сильной она ни была, она не сможет справиться со всем плохим. И рассказав ей об этом, Футаба говорит Проте, что она удивлена, что он смог поговорить с ней о чем-то интимном, за что она благодарит его за то, что выслушал ее, на что Прота отвечает ему, говоря, что он явно многое понимает в страхе и чувстве потери своих близких. Однако именно поэтому он хочет быть таким же сильным, как и все остальные. Поэтому после этого Прота решает уйти, чтобы лечь спать, в то время как Футаба чувствует благодарность за то, что у нее появился такой зять, как Прота. И через несколько дней мы видим, как наступает день экзамена на получение лицензии на шпионаж. Так что там Прота начинает тест со скоростью, а также сопротивление, в котором ему удается занять первое место, в результате чего один из шпионов начинает испытывать к нему ненависть. Поэтому, вспомнив, что за его голову назначена награда, он решает атаковать Прота. Однако Прота спасает субъект по имени Ачифуру, поскольку тот заинтересовался им. Поэтому Аймуцуми узнает Ачифуру, поскольку он известен тем, что флиртует со всеми без исключения. Независимо от возраста и пола, именно по этой причине Асифуру начинает флиртовать с Протой, независимо от того, стоит ли перед ними Муцуми. Но в этот момент мальчику объявляют, что перерыв окончен, и по этой причине Прота Йосифуро продолжает все испытания. Так что там мы видим, как они оба начинают проходить их без особых проблем благодаря проведенной подготовке. И после нескольких тестов нам показывают, что экзамен окончен, и в конце коридора находятся лицензии всех, кто выжил. Однако в этот момент мы видим, как коридор начинает постепенно разрушаться, так что сдавшие экзамены начинают бежать изо всех сил, чтобы иметь возможность получить свои лицензии. Но в этом случае шпион, который ранее пытался атаковать Прота, делает это снова, чтобы я мог помешать ему пройти. Из-за чего Ашифуру появляется, чтобы помочь ему, жертвуя собой. Однако в тот момент Прота сказал, что отказывается от получения лицензии, чтобы таким образом спасти Айфуру, что заставляет Айфуру удивляться, но в то же время радоваться. Так что в этот момент Айфуру использует свой веер, чтобы спасти их обоих, а затем говорит Проте, что он прошел тестирование. И вот тут он показывает, что он шпион серебряного ранга и руководитель экзамена. Поскольку главное, чего добивается ассоциация в шпионке, это человечность, которая внушает доверие кандидатам, именно по этой причине шпион, напавший на Прота, в конечном итоге проваливает экзамен, в то время как Прота получает бронзовую лицензию, в результате чего Прота успешно возвращается в дом. А мальчики устраивают большой пир в его честь. Оказавшись там, мальчики узнают, что шум в доме был вызван Ейтиро, который построил секретные комнаты, откуда они могли шпионить за Муцуми. Поэтому Футаба злится, так как он явно узнал, что это он пугал всех все это время. Итак, после этого мы видим, как мальчики делают семейное фото, празднуя, что Прота сдал экзамен, в то время как Ейтиро лежит на полу полностью израненный Футамой. Затем, во время смены сцены, мы переезжаем в городскую тюрьму, где охранник сообщает Сейджи от имени определенных лиц, что он сбежал. Однако он оставил записку, в которой упомянул, что ненадолго выйдет один и вернется. А вернувшись с протоколом, мы видим, как по возвращении из школы он замечает, что в его сумке лежит старик по имени Банк, который, как он не раскрывает, был тем самым субъектом, который сбежал из тюрьмы, и тот, кто говорит Проте, что надеется, что у них был хороший день в школе. А потом он спрашивает Прота, знает ли он лицевой идентификатор дома, который сбрасывается, если ты явно отсутствуешь в течение года. Но прежде чем он ответит, Банк упоминает, что он решил войти в дом вместе до окончания школы, так как хотел избежать всех ловушек школы, домой. И после этого я спрашиваю Прота, не его ли это новый зять,
чтобы затем представиться его дедушкой, на что Прата отвечает, используя свой электрошокер, считая его злоумышленником. Что вызывает удивление Бана, поскольку он не ожидал такой реакции от самого Прата. Но через несколько минут мы видим, как он, используя свой электрический пистолет, нападает на Бана, поскольку Муцуми появляется на сцене, чтобы разрешить все это недоразумение, поэтому она говорит Проте, что любой в этой ситуации защитился бы от старика, который выглядит как извращенец. После этого Муцуми рассказывает нам, что этот старик его дедушка Банк, и в этом случае появляется Аяка, чтобы ухаживать за ним. И по этой причине Банк удивлен, увидев, что они наняли такую очаровательную горничную, в то время как он полностью отсутствовал. Так вот, после этого он решает пригласить ее за покупками, из-за чего Прата задается вопросом, откуда взялся этот старик, в то время как Муцуми начинает смущаться. Но в этом случае Ван появляется позади них, чтобы сказать Проте, что у него явно очень хорошие рефлексы, и что он кажется ему хорошим мужем. Вот почему он чувствует себя намного спокойнее после официального знакомства с мужем своей внучки. Так вот, этот парень решает подарить Проту кучу денег, но в этом случае Муцуми говорит Ван Дэ, что он, конечно, приехал сюда не только для того, чтобы поздравить их. На что Ван лжет, говоря им, что да, так как он хотел увидеть своих любимых новобрачных внуков. Однако там выясняется, что у него есть и другая причина, и по этой причине он решает взять с собой Прота, чтобы устроить довольно забавную прогулку. Так что в этом появляется Ейтиро, чтобы остановить их обоих своими стальными тросами, спрашивая дедушку, что он здесь делает, так как этот парень, похоже, не в восторге от этого. Он получил экстренный запрос от полиции с просьбой вернуть сбежавшего заключенного Банджа Сакуру. Так что, услышав это, Прота забеспокоился, но он говорит Ивану, что это не то, на что это похоже. И поэтому тот упоминает, что он прекрасно устроен в тюрьме и что он постоянно находится в рамках своей миссии по сбору информации из подземного мира. И раскрыв это, Ван говорит Ейтиро, что очевидно он скоро вернется, но он хочет немного повеселиться на улице. Однако Ейтиро не позволяет ему этого, так как он знает, что дедушка Ван всегда раскрывает какую-либо секретную информацию, просто чтобы произвести впечатление на женщин. И это то, чего он хочет. Причина, по которой ему запрещено покидать тюрьму, если только это не чрезвычайная ситуация. Поэтому и Ейтиро просит его не сопротивляться, потому что он явно не хочет причинять ему боль. Но в этом Ван говорит ему, что этот парень стал довольно самодовольным с тех пор, как он видел его в последний раз, и он не помнит, кто менял ему подгузники, когда он был маленьким. После упоминания об этом Ван без проблем выходит из строя, а затем активирует дымовую шашку, которая позволяет ему сбежать вместе с Протой. Так что через некоторое время Еичиро связывается с Протой и сообщает ему, что Ван легендарный шпион, который собирал огромное количество данных на протяжении десятилетий благодаря своим связям с полицией. Физические способности, но все же этот просит вас поймать его, прежде чем все полностью выйдет из-под контроля. На что Прота отвечает, прежде чем я расскажу ему, что они встречаются в баре в окружении красивых женщин. Поэтому, услышав это, Еитиро в конечном итоге просто злится. После этого мы видим, как Ван начинает раскрывать информацию девушкам, и по этой причине Прота пытается его остановить. Однако Ван показывает ему, что он явно очень неуловим, и по этой причине он без особых проблем сбегает из тюрьмы. Затем он насмехается над Протой, говоря, чтобы он пришел за ним, так как это даст ему немного настоящего обучения. Так что в этом случае Прота старается изо всех сил, можно поймать дедушку Банга, но через некоторое время он полностью истощается, что приводит к тому, что Прота совершенно поражен, увидев, на что способен старый Банг, несмотря на свой возраст. Но в этом случае он всегда спрашивает, почему он потрудился сбежать из тюрьмы, вместо того, чтобы дождаться завершения своей миссии, чтобы навестить их. На что Ван отвечает, говоря ему, что это должно было быть именно сегодня, день, когда он собирался сбежать. В этом мы видим, как официант подает особую порцию Вану, который радуется, говоря, что это была любимая подача бабушки, и по этой причине это вызывает у него много воспоминаний. Поэтому он приглашает Прота выпить вместе, на что он отвечает, говоря, что она несовершеннолетняя. Поэтому, услышав это, Ван разочаровывается и говорит Проте, что если он и дальше будет таким скучным, то никогда не подарит ему правнука. Из-за чего Прота так нервничает, услышав это. Поэтому в этом Ван решает рассказать Проте об интимных моментах, которые у него были с бабушкой. Но в этом случае Прота сразу останавливает его, и все же Ван говорит Проте, что его жена была замечательной женщиной, и что до того, как он встретил ее, у него больше никого не было в мире, так как он никогда никому не открывался, и ему было все равно, что бы ни случилось, даже если бы он встретил ее. Ему самому было все равно. Услышав эти слова, Прота понимает, что Ван был очень на него похож. А затем Ван советует ему, что его жена Кейко была той, кто появился в его жизни, чтобы явно наполнить ее светом.
Вот почему он упоминает, что она слишком хороша, чтобы любить его, кто-то вроде него. И после того, как Ван рассказал ему об этом, он говорит про Тону, что у него есть ощущение, что они похожи, и поэтому он хотел поговорить с ним на эту тему. Поэтому он просит его ценить настоящее, чтобы у него никогда не было сожалений в будущем. И услышав все это, Прата говорит Пану, что Муцуми сделал его счастливее, чем он когда-либо ожидал, и по этой причине у него до сих пор нет ни единого сожаления. Вот почему он планирует сделать все возможное, чтобы Муцуми почувствовал то же самое для него. Поэтому, услышав эти слова, Ван рад, что встретил того Прата, которому он говорит, что он ему очень нравится. Однако этот разговор прерывается, когда появляется бабушка Кейко, надевающая на него специальные взрывные наручники Саван, чтобы он не мог сбежать. Поэтому появляется Аюцуми и упоминает, что ей пришлось позвонить бабушке, чтобы решить всю эту проблему. Поэтому Прата узнает, что бабушка Кейко все еще находится в безопасности. Она жива и является 8-й главой самой семьи Йосакура. И с другой стороны, Ван очень рад снова встретиться с Кейко, которую он обнимает с большой радостью и приглашает ее на свидание сегодня. Однако Кейко говорит ему, что у них есть работа, и по этой причине он должен вернуться в тюрьму. Поэтому Иван вынужден вернуться в тюрьму, в то время как Прата узнает, что Ван сбежал, и потому что это годовщина их брака. А тем временем мы видим, как Ван и Кейко встречаются внутри патруля, и там он говорит Муцуме, что она нашла очень хорошего мужа, на что Кейко отвечает, что она тоже это сделала. Через несколько дней мы увидим, как Би снова сбегает из тюрьмы, чтобы навестить мальчиков и принести им подарки. Однако Аяка сообщает ему, что никого нет дома из-за того, что сегодня ежемесячная семейная поездка за покупками. Вот почему все мальчики и девочки отправляются в путешествие по магазинам. Они встречаются в торговом центре, где решают расстаться, чтобы купить разные вещи. Так вот, где Прата вспоминает, что прошло много времени с тех пор, как он в последний раз был в торговом центре, делая покупки со своей семьей. И после этого мы видим, как Муцуми начинает покупать несколько гранат, что вызывает у Праты шок. Так что там Прата узнает, что они собираются взорвать себя. Они оказываются в торговом центре для шпионов, мошенников, убийц и представителей Нижних миров. И именно по этой причине остальные братья покупают различные предметы и инструменты, необходимые для их миссий. Так что Прата тоже начинает покупать различные шпионские товары, но в этом он встречает плачущую маленькую девочку, которая потеряла своего отца из виду. Поэтому в этом случае Прата решает пойти с Муцуми, чтобы попросить его о помощи и таким образом найти отца девочки. И задав малышке несколько вопросов, Муцуми понимает, что ее отца забрали на черный рынок торгового центра. Так что в этом случае мальчики направляются туда и сталкиваются с несколькими опасными людьми из преступного мира. Но им также удается найти отца девочки, которого похитили из-за бизнеса, которым он занимался в прошлом. Однако кажется, что Прата спасает их, а это в свою очередь приводит к тому, что их окружают различные преступники и охотники за головами. Но в этом мы видим, как появляются все братья Исакуры и решают сражаться на черном рынке, что приводит к тому, что торговый центр начинает разрушаться из-за большого хаоса, вызванного семьей. И именно по этой причине ребята заканчивают делать покупки